Так что добро пожаловать в третью главу рабочего процесса персонажа-стилиста. В следующих видео я расскажу о том, как доработать скульптуру и дизайн твоего персонажа, протестировав широкий спектр выражений. Для этого я буду опираться на уроки из предыдущих глав, такие как быстрое создание базовой сетки и скульптура с модификаторами. Если ты смотришь видео с разбивкой из проекта Spring Open Movie, ты также можешь вспомнить ранние тесты экспрессии, которые я проводил, и замедленное видео, которое я опубликовал. Эта глава представляет собой целую серию обучающих программ о том, как они были сделаны, но с гораздо большим количеством полировки. И я обновил новые инструменты и последние исправления в Blender 2.8 в качестве предупреждения. В этой главе не будет никаких оригинальных временных провалов при создании персонажа Рейн, как в предыдущих главах, на это есть несколько причин. Во-первых, рабочий процесс создания все еще был пронизан проблемами с книгами и старым портом, которые теперь исправлены в текущей версии Blender. В промежутках времени я показал, как обойти эти проблемы, но в этом больше нет необходимости. Я также не включил полировку и обратную связь от других, а также временные провалы. Итак, временной промежуток почти завершен, и, наконец, я также собираюсь продемонстрировать все уроки по скульптуре дождя, так что мне все равно не нужно повторяться с оригинальными временными промежутками. Вместо провалов во времени я собираюсь показать видео с разбивкой по выражениям дождя. Здесь будут подробно описаны советы и рекомендации по рабочему процессу, вместо того, чтобы снова и снова показывать вам монотонные временные провалы в создании множества выражений. Чтобы дать краткий обзор содержания этой главы. Мы начнем с создания быстрой и грубой переделки скульптуры головы, чтобы создать выражения, о которых, кстати, это видео. В следующем видео я расскажу о том, как смоделировать то, чего пока не хватает во рту, зубах, деснах и языке, и как перенести детали и цвета вершин оригинальной скульптуры на новый объект головы. Тогда мы рассмотрим, как создавать базовые ключи формы выражений, чтобы получить некоторые первые строительные блоки для наших выражений, а также как настроить драйверы для нескольких объектов и почему. Тогда я покажу демонстрацию создания привлекательной улыбки в качестве наших первых тестов выражения оттуда. На выходе я дам подробное видео с разбивкой и инструкциями о том, как лепить каждое следующее выражение на основе этого. Мы также должны внести коррективы в пропорции лица и детали, которые плохо сочетаются с нашим выражением лица. И в заключительном видео я покажу тебе, как добавить простую прическу и некоторую дополнительную асимметрию к твоему выражению лица, чтобы добиться максимальной привлекательности. Итак, в итоге у вас будет ряд тестов выражений, которые можно использовать в качестве руководства по стилю для дальнейшей настройки и анимации, а также оточенный дизайн, который должен работать для всего этого диапазона выражений. Так что давай начнем еще до того, как ты сможешь начать лепить свои тесты на выражение лица. Тебе нужна очищенная сетка с более низким разрешением для работы, чтобы для начала скрыть все объекты, которые скрывают форму головы. Ты можешь оставить глаза, так как они все еще довольно полезный путеводитель. Тебе нужно будет увидеть курсор с тремя D и исходные точки, поэтому убедитесь, что они включены в настройках наложения. Тогда ты можешь переместить курсор с тремя D в центр головы. Лепи. Делать это с видом сбоку – лучший способ, так как вы можете быть уверены, что трехмерный крестер не сместится с центра по оси X в качестве подсказки. Ты должен сделать это, сначала перетащив 3D-курсор в пустое пространство, а затем перетащив его в нужное положение, потому что он будет привязан к любой поверхности, на которой ты начинаешь рисовать. Ты тоже можешь исправить это потом. На боковой панели в разделе «Просмотр», установив курсор с тремя буквами D. Объяснение равно нулю. Теперь добавь куб и масштабируй его примерно до размера головы и добавь модификатор поверхности разделения с тремя подразделениями. Теперь примени модификатор и войди в режим скульптуры с помощью захвата, змеи или кистей. Начинай преобразовывать разделенный куб в грубые пропорции головы. Держи размер кисти очень высоким, чтобы не растягивать лицо слишком сильно.
Мы хотим, чтобы с каждым прикосновением происходили довольно масштабные изменения. С каждым мазком кисти. Одна из главных целей состоит в том, чтобы приседания везде были относительно одинакового размера. Но в целом это не обязательно должно быть сверхточным, так как мы немного скорректируем его. Ты также можешь использовать гладкую кисть, чтобы немного усреднить некоторые области. Теперь перейди в режим редактирования и увидь геометрию немного более четко через голову. Ты можешь включить затенение рентгеновского снимка и установить ползунок для настройки рентгеновского снимка на единицу в настройках затенения. Выбери центральную петлю, спрячь ее, выдели одну сторону и удали ее. Тогда спрячь скрытую петлю с помощью модификатора зеркала. Ты можешь вернуть другую сторону. Следующая цель – создать холдс там, где нужно разместить более сложную геометрию. Это была бы, например, шея. Просто выдели и удали квадратный участок лиц внизу. То же самое можно делать годами. Обе эти области будут выдавлены наружу через мгновение. На лице есть две области, которые нужно отрегулировать вручную – глаза и рот. Так что удали квадратные участки в этих областях. Еще один совет – использовать наложение под названием Hidden Wire в режиме редактирования, которое переключает отображение сетки на проволочные рамки. При этом грани по-прежнему скрывают провода за ними. Так ты сможешь лучше видеть скульптуру внизу. Как только у тебя появятся эти отверстия в сетке, отрегулируй их еще больше, чтобы они были более округлыми по форме лица. Теперь пришло время снова заполнить эти дыры на шее. Выбери открытую границу и двигайся вниз. Увеличь новую петлю вверх и вниз, чтобы она примерно соответствовала пропорциям шеи. Просто не забудь также отрегулировать его спереди. Будь осторожен с опцией отсечения в зеркальном отражении, количество более высоких, хотя и образных точек, которые идут к центральной оси, будут прилипать к ней. Тогда добавь еще петель, чтобы сделать грани более равномерно квадратными. Ты можешь снова перевернуть их внутрь со всеми буквами S на лице. Не забудь добавить достаточно петель для носа и немного скорректировать его форму. Тогда выдели грани в передней части кончика носа и вставь их. Затем они ведут две грани новой петли к центру и перемещают края отверстия, которые они оставили позади, обратно к центру оси X. Затем ты можешь немного отрегулировать размер, чтобы немного лучше обхватить нос. Мы подходим к тому моменту, когда мы должны начать упаковывать в термоусадочную пленку письменные извинения перед Sculpt Soul. С помощью модификатора термоусадочной пленки с той же настройкой, что и в предыдущих уроках. И поставил скульптуру головы в качестве целевого объекта. Но не используй ползунок смещения. Ты будешь часто копировать и применять этот модификатор, и смещение может сделать его немного более грязным. Когда ты помещаешь красную топологию в локальный вид, ты можешь увидеть то, что у тебя есть в данный момент, более четко, как подсказка от меня в ретроспективе. Подбери открытую петлю вокруг рта, лучше к складке, которая идет вокруг щеки и переходит в крылья носа. Это облегчит перемещение и увеличит эту линию позже. Ты также можешь отключить модификатор зеркала или затенение рентгеновских лучей, чтобы не выделять сетку так же легко, как продолжать движение вокруг вершины, чтобы грани были более равномерно квадратными, как всегда. Чтобы усреднить их еще больше, мы можем сделать это в Sculpt Mount, пока примените модификатор Mirror, если вы собираетесь лепить по центральной оси, где сходятся обе стороны. Это просто сделает результаты лепки немного чище, так как при построении учитываются обе стороны. Кроме того, если ты еще этого не сделал, я могу порекомендовать добавить переключатель спереди в настройках видимости объекта в ярлык или быстрое избранное. Теперь используй гладкую кисть, чтобы усреднить некоторые грани, включив модификатор термоусадочной пленки. Термоусадочная упаковка – это всего лишь предварительный просмотр, поэтому обязательно регулярно копируйте и применяйте ее.
Теперь добавь еще одно подразделение с модификатором вспомогательной поверхности. Также при необходимости добавьте еще несколько петель в режиме редактирования, если они слишком растянуты прямо сейчас в течение года. Вы можете выбрать граничную петлю, вытянутую наружу и примерно выровненную с другой стороной уха. Тогда снова заполните отверстие и добавьте еще пару петель для квадрата для большего количества квадратных граней и режима редактирования или остановки. Затем ты можешь немного лучше выровнять вершину по форме уха для получения немного дополнительного разрешения. Ты тоже можешь быть впереди года. Чтобы вернуть модификатор зеркала, снова удалите одну сторону. И на самом деле единственная причина, по которой я применяю и повторно добавляю этот модификатор, заключается в том, что я регулярно леплю на Рита Полудоры с добавленным модификатором поверхности разделения. У нас уже есть отличная база для работы, так что просто применяй ее. Если модификатор зеркала тоже был там, тогда тебе нужно немного отрегулировать центральную петлю, чтобы привязать ее обратно к центру. Теперь давай смоделируем недостающие элементы. Выдели контур границы вокруг глаз и выдави его внутрь. Включи привязку и убедись, что для него задано значение Faces и включено проецирование отдельных элементов. Проецирование на себя на самом деле не обязательно, поэтому мы можем просто отключить его. Теперь двигайся и прикрепи новую петлю к краю островков. Чтобы сэкономить немного времени, ты также можешь выбрать больше стихов и переместить их вместе, так как у нас включены отдельные элементы проекта. Каждый из этих стихов будет записан по отдельности. Инструмент настройки также может быть полезен, так как он выбирает как обычно, но при перетаскивании он начинает перемещать ваш выбор. Как только ты закончишь, добавь еще одну петлю и совмести ее с внешней складкой век. Добавь еще краевых петель. Если лицевые стороны слишком растянуты, обязательно добавь 3-4 петли на островки. Поскольку это оптимальное количество, чтобы закрыть глаза позже, ты всегда можешь немного подправить некоторые области, но это уже выглядит так, как задумано. Теперь давай проделаем то же самое с губами, вытянем и прикрепим одну петлю к краю губ и еще одну к внутренним губам, где они встречаются. Кроме того, следи за тем, чтобы лица были хорошо распределены и разглажены. Просто убедись, что не соединяешь и не перекрываешь самую внутреннюю петлю, где встречаются две губы. Держи между ними небольшую дистанцию. Если цвета сейчас слишком отвлекают, ты также можешь изменить их в настройках затенения. Скопируй и снова примени модификатор термоусадочной пленки, и у тебя будет базовая скорость для тестов экспрессии. В следующем видео я расскажу о том, как добавить внутренние области глаз и рта, чтобы завершить грубое чтение извинений, а также перенес все скульптурные детали и цвета на нашу новую сетку. Если ты заинтересован в более детальном рассмотрении этого рабочего процесса моделирования топологии коробки, то я могу порекомендовать замедленные видеоролики Сергея Кейбла. Если я правильно произношу это слово, то в описании есть ссылка. Он дает действительно хороший пример того, как подготовить готовое к производству письменное извинение с таким рабочим процессом. Увидимся в следующем видео.